Так, ну что, наконец-то начинается наше путешествие, уже красивые, довольные, с картой ВНЖ. Обычно, кстати, я готовлюсь к путешествию заранее, и как я это делаю? Открываю Инстаграм, ну и ищу локацию, в которую мне ехать, город, например, делаю там скриншоты того, что мне нравится. Теперь, кстати, появился новый метод. Раньше там были разные классные гайды, и через них я потом заполняла свою Google карту местами, которые я хочу посетить. Например, очень важно для меня, что я делаю, это нахожу локацию, перехожу в Google и отмечаю ее зеленым флажком, что означает, что я хочу туда пойти. А когда я уже схожу туда, я отмечаю ее красным сердечком, что мне понравилось. Теперь у меня еще появился новый метод. Я делаю скриншоты мест, локаций из Инстаграма, и там, допустим, неизвестно, непонятно где это. Теперь я захожу в чат GPT, прикрепляю ему фотографию, и он мне говорит, что это за локации. Таким образом я создаю себе гайд. Когда вы уже в путешествии, вы открываете свою карту Google и такие, можем сейчас как раз пойти вот в это кафе, которое рядышком, которое мне понравилось и так далее. Или, например, можно сразу посмотреть на все, что вы хотели, и спланировать маршрут, как будет быстрее. Например, вот эта точка, а потом это и так далее. Ань, у меня новости. Какие? И новости даже хорошие. Хорошо? Да. Короче, я смотрел просто, если вдруг мы машину не вовремя сдадим, что делать, сколько это будет стоить. И я попадаю на информацию, что, в принципе, если мы ее сдаем сильно позже, это еще будет дешевле, и у нас, получается, такой день продлевается с 11 до 5, мы спокойно тачки. Это означает, что у нас сегодня машина будет не до 11, а почти на весь день, и мы можем кататься! Ура! Давай! Вот это мы везунчики, вот это да! Кстати, по поводу машины, мы брали ее в Sixt. Вот, очень классный сервис, нам понравился. Страховка стоила 300, сама машина стоила 200 там с копеечками. Классно было то, что мы ездили очень далеко, и нам не пришлось переплачивать за наше расстояние и так далее. И у меня, кстати, на бензин, учитывая, что мы приехали из Вены через Чехию, мы доехали до Польши, обратно мы через Германию и Чехию приехали в Вену, и на все это у меня ушло примерно около 200 евро, даже меньше, 160 евро. И мне кажется, еще примерно 40 евро мы потратим сегодня, чтобы все заполнить наш бак и сдать. Получается примерно 200 евро на бензин. Так как мы в Вене, мы решили попробовать что-то супер венское. Конечно же, это штрудель, и выглядит он шикарно. Мне кажется, я обожаю такой. И это не просто капучино, а это венский кофе меланж. решили не останавливаться.
продолжать пир души. Конечно же, сосиски и шницель. Так, а здесь у нас традиционный австрийский десерт. И это кайзершмарн. Это воздушные карамелизированные кусочки блинного теста, обжаренные на сковороде и с сахарной пудрой. Также фруктовый соус. Кстати, интересный факт. Название переводится как императорская яичница, потому что блюдо было любимым у Франца Иосифа. Очень интересная классика. Как можно сказать, что попробовали настоящий вкус Австрии. Еще вот завтра надо постараться сходить точно в эти По музеям, да. Мне, в принципе, кажется, в Вене это самое главное пройти, да, посмотреть да, все. да. Но это город, обычно европейский, красивый город, какой он и должен быть, в принципе, своей атмосферой, своей чистотой, своей спокойностью. Так, ну что, вот, короче, мы сидим вечером. Можно сказать, что у нас первый день в Вене. Полный день, да. И мы тут уже кое-что придумали. Та-да-да! Завтра посмотрим, что же мы там придумали. Жуки, хитрые жуки. Guten Morgen! Уже, короче, 7 утра, и мы собрались не просто погулять по Вене, мы придумали кое-что интересное. Самое интересное, что я делаю это первый раз, и у меня такого еще никогда не было. Вот вам и квест. Вот вам и квест. Отгадайте. У нас были планы сегодняшний день провести в музеях, но вечером что-то пошло не так. Аж появилась идея, а я подумала, блин, классная идея. И вот наша. Пойдем на 12 туда. Так, ну что, у нас есть 2 билетика и наши любимые турникеты. Валидатор, турникеты, валидаторы. Так, ну что? Опять не лезет, блин. Больше похоже на это. Да, наверное, мы чуть не выкинули этот чек. Потому что он двойной, наверное, на двоих. Опять ничего не понятно с этими билетиками. Так, ну что, нам объяснили, что мы чек провалидировали случайно. Это не нужно было делать. А вот наши билетики на 24 часа. У них есть QR-код. И их не нужно валидировать, их сканируют. Конечно же, нам нужен второй завтрак. Нам GPT-чат посоветовал кафе Нью-Йорк. Мы пришли туда, там огромная очередь. И сейчас мы попробуем другое кафе. Мы сейчас в легендарном кафе, одном из старейших и самых престижных кафе Будапешта. Это не просто красивое место с десертами, это часть культурного кода Венгрии. Здесь интерьеры как из дворца, мрамор, люстры, разные потолки, лепнины, все сохранено в оригинальном стиле конца 19 века. Также здесь собирались аристократы, художники и дипломаты. Даже сегодня сюда приходят не просто на кофе, а за атмосферой.
заказала рыбку, чаек, а у Паши Был тартар. был тартар. Я вообще его спрашиваю, что за крошки у тебя там? Thank you, bye-bye. В общем, сегодня мы выиграли куш 100%, потому что места были классные, локации были суперские. И мы уже едем обратно в Вену. Будапешт за один день — это вполне реально и очень даже интересно. Короче, ребята, нас только что оштрафовали в метро на 100 с чем-то там евро. И это все потому, что как бы мы не хотели разобраться с этим метро, с этими билетиками, у нас так ничего и не получилось. Первый раз мы купили вот такие билетики. Здесь фишка в том, что они действуют с момента покупки на это время. А вот здесь маленький билетик, который мы только что купили, наоборот, его нужно провалидировать, прокомпостировать. Вот здесь, когда вы заходите в метро, либо можно было нажать на кнопочку, сделать это сейчас, и он у вас начнет работать. И это нужно сделать обязательно. Guten Morgen! Ну что, мы уже собрались сегодня. Последнее утро в Вене. Вот я уже собрала свой чемоданчик. Позавтракаем и поедем на поезде в Прагу. Ну что, мы прощаемся с нашей замечательной квартиркой. Такая она классная, нам так здесь понравилось. Вообще просто. Конечно же, я рекомендую этот сервис. Но мне понравилось то, что можно было забронировать довольно-таки быстро. Сразу заехали мы. И, кстати, очень удобно. Здесь можно использовать бронирование на долгий период. И даже есть скидки. И я прикреплю свою ссылку со скидками от меня. Так что пользуйтесь и тоже живите в разных классных апартаментах, как местные, в любых местах. Посмотрите на сайте, которые есть там города. Я спрашивала GPT 100 раз, куда идти, что делать, что есть, где кафе. Ничего толкового, ничего интересного мне не подсказал. Придется в этот раз идти, куда глаза глядят. Придется идти точно сразу есть рюмку с пивом, вот единственное, мы нашли видео, да, мы нашли видео, кое-что интересное, рульку. Мы будем пробовать прямо сейчас. Вот они, первые минуты в Праге. На самом деле мы зашли на ближайшую площадь, и мне очень нравится такая атмосфера. Там жарят рульки, тут лошадки, там какие-то ретро-машинки. И все это так миленько и красивенько. Пахнет едой, либо мы такие голодные, мы бежим уже за рулькой. Так, ну что, по рекомендации нашего любимого чата мы нашли местечко, где будем пробовать рульку. Ну что, вот они, первые проблемы. Нам сказали, что там только наличными. Конечно, у нас нет наличных. Теперь мы голодные, идем искать дальше, потому что из списка, который у нас был, самое ближайшее была это. Я бы сделала бы казнь за рисование на стенах, а вы? Искали, и это все очень сложно найти. Поэтому мы очень голодные, мы решили поесть просто в этот раз с красивым видом. Завтра займемся поиском рульки. Вот и первое наше пиво, Паш. Но это маловат стакан. Ты видел, как там парни пьют? Там было пиво вот такое огромное. Только начинаем, и я надеюсь не ехать отсюда с пузом. Экшен нам нужен, экшен. Будет рулька. С рулькой, будет вам экшен с рулькой. Кстати, а в Праге пиво дешевле воды. В некоторых местах 0,5 литра пива может стоить евро 20, а бутылка воды 2 евро.
А это, кстати, самые старые действующие астрономические часы в мире. И работают они с 1410 года, более 600 лет. И каждый час апостолы выходят, и туристы замирают. Кстати, а вы знали, что Карлов мост строили с яйцами? В раствор при строительстве моста в 19 веке действительно добавляли яйца, чтобы сделать конструкцию крепче. Некоторые города даже высылали омлеты. Мы только что прошли Карлов мост. Это очень красиво. Прага – это город для кинематографа. Здесь снимали «Миссия невыполнима», «Казино Рояль» и «Хроники Нарнии». Что это здесь такое? Важненькие. Ее, кстати, сделали, вдохновившись Парижской Эйфелевой башней. Ой, как красиво! Кажется, мы нашли классное место. Паша высмотрел его, просто увидел красивую терраску. Ну что, надеюсь, с этим заведением нам повезет. Ой! Жаль, что я это не очень сняла. Какой шикарный отель. Вообще просто. Слушай, ну прям красота. У них, наверное, тоже вид красивый. Мне кажется, мы нашли лучшую террасу в Праге. Смотрите, как красиво. Сейчас нужно пойти и проверить. Короче, в баре не разрешили снимать, но там был вот такой вот вайпчик. Ну что, у нас сегодня большие планы. Мы хотим попробовать много чешских традиционных блюд. Мы не нашли нормального завтрака и будем использовать мой лайфхак по путешествиям. Попозже я вам его расскажу. Вот, кстати, еще один лайфхак по путешествиям. Как сделать локоны. Нужны 3 такие рульки. Смотрите, как классно. На самом деле, снова можно сказать спасибо нашему любимому чату. Вчера я спросила, где я могу позавтракать в Праге, в 5-звездочных отелях, какая стоимость и могу ли я завтракать, если я не гость. И он мне вот сделал подборочку. Так, ну что, смотрите, мы зашли. И вот такое интересное здесь меню. Это буфет. И входит все, что лежит в буфете, и плюс одно блюдо отсюда. Либо можно просто отсюда выбирать. Эта цена 45 евро, а здесь вот максимум 20 евро все стоит.
А это голова Франца Кафки. Это движущаяся скульптура. Она состоит из 42 вращающихся слоев. В определенный момент все пластины сходятся, образуя реалистичный портрет Франца, а затем снова расплываются. Высота этой скульптуры 11 метров, и длительность движения примерно 2-3 минуты. Особенно интересно смотреть вечером, когда включается подсветка. Так, ну что, мы немножко устали, нам нужен чаек. Смотрите, как интересно, а по пути в туалет можно посмотреть, как повара готовят круассанчики. В общем, мы искали чешские десертики, но не нашли, и пришлось есть тортик. И отправляемся дальше исследовать Прагу, и в планах у нас сегодня еще рулька. Вау, смотрите, это самая маленькая улочка в Европе, в нее есть светофор, и она всего 50 метров. Вот так здесь может пройти только один человек. И светофор работает, потому что люди идут в эту сторону и в обратную. А вот сколько людей собирается вокруг этой статуи. Посмотреть на описывающих мальчиков. Это, видимо, супер интересно. И все стоят и смотрят. Я никогда не видела павлина, живущего в саду просто. Представляете? Вау, смотрите. Павлина, живущего в парке. Так, ну что, мы нашли место, где мы попробуем все-таки эту рульку. Мы решили попробовать традиционный третлик. Так, ну что, уже вечер, и я решила сменить аутфит, выгулять последнее платье, которое я брала с собой. Сейчас нашли руфтопчик и пойдем смотреть. Мы нашли красивое место, и сейчас я вам покажу этот закат. Ну что, вот он наш последний день. Я вообще 9 дней назад выехала из Парижа. Сегодня будет мой первый самолет и обувка ВНЖ. Но я сегодня буду его показывать.
Прага очень понравилась. Такая красивая, маленькая, можно обойти все пешочком, как в Париже. Все такое необычное. Наконец-то, спустя 2 года, я снова в аэропорту, мне даже не верится. И все благодаря той карте, которую мы с вами забрали в первой части этого влога. Ну что, вот и получается, это будет мой первый самолет. За последние 2 года первый дешевый билет. Мне кажется, я вообще никогда не покупала билет на самолет за 30 евро. Это примерно 3000 рублей. Багаж, кстати, был отдельно. И за него я, правда, тоже заплатила 30 евро, но получилось всего 60 евро. Скоро мы прибудем в Париж. Вот и закончилось наше путешествие. Уже хочется плак-плак. Хочется еще. Но у меня уже куплены билеты в следующее путешествие. Так что совсем скоро будет новый влог.